Раньше я работал в глубокой сети, и это моя история. Угадайте, кто вернулся? Это Райан. Я планировал наконец связать в этой части все воедино, но в последнее время происходят события, которые заставляют меня задуматься, а удалось ли мне докопаться до истины. Да и моя безопасность сейчас очень меня заботит, но я выкладываю эту историю через Wi-Fi в кафе и используя VPN, так что вряд ли кто-то сможет вычислить мое местоположение. Что ж, а теперь позвольте продолжить рассказ. Я оказался в тупике, но эта ситуация не отпускала меня, так что, несмотря на всю ее жестокость, мне хотелось побольше узнать о произошедшем. Мэтт посоветовал мне залечь на дно, и думаю, это означало, что мне не стоило появляться в глубокой сети. Некоторое время я вообще не выходил в интернет, стараясь придерживаться обычной жизни. Посещал занятия в колледже, а потом шел на работу, словно ничего и не случилось. К тому же что-то не давало мне покоя. Зудящее чувство, которое не отпускало с тех самых пор, как я встретился с дилером. Я заплатил ему не только за информацию, но и за молчание. Да и на старушку явно напали. И мне не хотелось рисковать, так что я решил расслабиться и на время уехать из города. Я позвонил семье и предложил привезти к ним бабушку в гости на недельку. Нам редко удавалось собраться вместе, так что это показалось мне отличной возможностью убить двух зайцев сразу. И вот я отпросился с работы, предупредил в колледже об отсутствии по семейным обстоятельствам, а затем отправился в дом престарелых на окраине города, чтобы забрать бабулю. Салон тут же наполнил аромат ее любимых духов. Я так обрадовался встрече с ней, что почти позабыл о своих проблемах. Не выезжая из города, нам пришлось поехать мимо стройки. Я видел каркасы домов и строительные леса будущего района, а через пару километров показалась и грёбаная ферма. Было приятно уехать из города, но по понятным причинам я не стану рассказывать, как прошла поездка. Не стоит втягивать в это мою семью. Бабушка осталась погостить, а я, переждав вечерние пробки с наступлением сумерек, отправился домой. Но когда подъезжал к городу, то увидел, что произошло нечто чрезвычайное. Дорогу, ведущую мимо фермы, перекрывали машины с синими мигалками. Я остановился, и ко мне тут же подошел офицер. «Проезд перекрыт, парень. Если хочешь попасть в город, придется развернуться и поехать другой дорогой». Я смотрел на него, раскрыв глаза, в которых явно читалось потрясение. «Что случилось, сынок?» – полюбопытствовал офицер. «Ничего, сэр, просто я знал людей, что жили здесь. С ними все в порядке». Лицо офицера вытянулось, и на нем проявилось сочувствие. Спустя некоторое время я приехал в полицейский участок, чтобы пообщаться с офицером, который разговаривал со мной на дороге, с сержантом Чорчем. Он спросил меня, знаю ли я что-нибудь о пожилой паре и есть ли у меня догадки о том, что могло произойти. Понимаете, они погибли. Предположительно от взрыва газа. Вот только я на это не купился, и, судя по всему, Чорч тоже. Но думаю, вы догадываетесь, что я не мог ничего ему рассказать. Так что просто притворился, что бабушка общалась со стариками, и я иногда заезжал к ним, чтобы узнать, как у них дела. Сержант легко купился на эту историю, посчитав меня заботливым подростком, который время от времени приезжал к пожилой паре. А потом заговорил о взрыве. Спросил, чувствовал ли я когда-нибудь странные запахи и есть ли у меня подозрение, что могло вызвать утечку газа. Я ответил, что они были очень осторожными, а старик прекрасно работал руками и сам ремонтировал все поломки в доме. Конечно, это ложь, но большей ложью было то, что их смерть посчитали несчастным случаем. Никто даже не собирался разбираться в этом деле. «Спасибо за помощь, парень. Уверен, тебе сейчас нелегко». Он записал номер на листке блокнота, а затем вырвал страницу и протянул мне. «Если тебе понадобится помощь или вспомнишь что-нибудь, позвони мне». Я поблагодарил офицера и отправился домой, а оказавшись у ноутбука, решил, что должен узнать, как дела у Мэтта. Но он опередил меня. На электронной почте высветилось почти 20 пропущенных сообщений. Он уже обо всем знал. Видимо, Джейкоб осматривал ферму, когда все это произошло, и Мэтт опасался, что они отправились за мной или Джейкобом. Но тот вполне мог о себе позаботиться, а меня и вовсе не было в городе, так что нам ничего не угрожало. К тому же были и хорошие новости. Джейкоб отследил нападавшего до города, используя жучки и ноутбук, и сделавший это человек отправился на склад в промышленной части города. Как избито, не правда ли? «Райан, знаю, ты уже и так сильно рисковал из-за этого дела, но я не могу отправить Джейкоба. От тебя требуется лишь проникнуть на склад и посмотреть, кто там находится. И если среди присутствующих окажется кто-то из подростков или их родителей,
Мы раздуем это дело до небывалых масштабов. К черту все. Я слишком глубоко увяз в этом. Лучше бы тебе хорошенько оплатить эту работу. Те люди – убийцы. Ответил я, пока мой разум пребывал в смятении, разрываясь между гневом и страхом. Мэтт тут же написал: 5000. Если проберешься на склад и сфотографируешь кого-то из тех людей. Я тут же уставился на экран, гипнотизируя цифры. Дорога к складу оказалась наполнена предвкушением неизвестности и скрытой в ней опасности. Это раздражало меня. А еще я злился на самого себя, что согласился на эту авантюру. И что это взволновало меня. Я припарковал машину за несколько кварталов от нужного места и продолжил путь пешком, прячась в тенях от отбрасываемых светом луны. Если меня поймают... Мне не хотелось даже думать об этом. Я остановился перед нужным складом. К чему привели все эти расследования? Сейчас я не испытывал ни капли ликования. Но все же приступил к делу и для начала решил обойти склад снаружи. Я у одной из стен обнаружил несколько контейнеров рядом с лестницей, тянувшейся до самого верха. Я потряс ее, чтобы убедиться, что она не скрипит и не привлечет ко мне внимания, а после этого полез вверх. Добравшись до крыши, я пригнулся как можно ниже и пополз до смотрового люка. Но он оказался заклеен чем-то наподобие фольги. Какого черта? Напротив меня виднелся выход на крышу. Я осторожно пополз к нему, стараясь не издавать ни звука, но тут услышал шорохи и разговоры с улицы рядом со складом. Взглянув из-за края крыши, я увидел двух темноволосых мужчин, которые о чем-то разговаривали между собой. У одного из них в руках мелькнул пистолет. Вот же черт! Я достал телефон и проверил, что вспышка выключена, а затем сделал снимок. Но в тусклом уличном свете удавалось разглядеть лишь двух людей, а пистолет остался едва различимым пятном. Я подобрался к двери, ведущей с крыши внутрь, и присел около нее. Это оказался запасной выход с пожарной лестницей, который контролировался сигнализацией. К счастью, моих знаний в электронике, полученных в колледже, хватило, чтобы отключить ее. Осторожно выключив источник питания, я открыл дверь как можно аккуратнее и бесшумнее. Но, оказавшись на верхней площадке лестницы, застыл от накатившего приступа паники. И все же нашел в себе силы побороть ее и выглянуть из-за перил и осмотреть склад. Я увидел яркие лампы и такую же фольгу, что закрывало смотровое окно на крыше. Прижимаясь как можно ниже к полу, я спустился на несколько ступеней и увидел то, что выглядело как самая большая ферма из сорняков в Великобритании. Растения покрывали практически весь пол склада в лучах согревающих их ламп. Несмотря на холодный ветерок, проникающий из двери, ведущей на крышу, по спине заструился пот. И дело не только в жаре, стоявшей на складе. Я достал телефон и начал делать снимки. Между рядами растений прогуливались люди с пистолетами или мачете. И это показалось мне самой безумной картиной из всех, что я когда-либо видел. А затем я заметил несколько знакомых лиц, сидящих за столом в дальней части склада. Пропавшие подростки. Я считал, что они соучастники, но, судя по всему, ошибался, потому что они были привязаны к своим стульям. Вот только мне не удавалось получить достаточно четкий снимок с того места, где я прятался. Так что пришлось спускаться по лестнице, стараясь не привлекать внимание охранников, разгуливающих между посевами. Вот же черт! Я медленно пробрался к подножию лестницы. Металлические перила совершенно не скрывали меня, но, к счастью, внизу оказался закуток, который давал хоть какое-то прикрытие. Теперь меня окружало 3 стены, но если кто-то из охранников решит подняться на крышу, то сразу же обнаружит меня. Так что следовало действовать быстро. Но чтобы сделать хороший снимок, предстояло выглянуть из-за укрытия. Я дождался, пока охранники, разгуливающие между растениями, отойдут подальше от лестницы, а затем встал и быстро сделал несколько фотографий. Вот только лишь часть из них оказалась с хорошим фокусом. Я вновь спрятался в закуток и постарался успокоить бешено колотящееся сердце, после чего начал медленно подниматься наверх. Позади раздались приближающиеся шаги, вынуждая ускориться. Достигнув крыши, я аккуратно закрыл за собой двери и тут же свернул за угол. Легкие тут же наполнил прохладный воздух. Раздались шаги охранника. Видимо, он вышел на крышу, а значит, сигнализация никогда не работала нормально. Через мгновение раздался щелчок, а затем удаляющиеся шаги по ступеням. Но мне предстояло еще спуститься с крыши.
Однако у единственного возможного выхода отсюда стояли двое охранников, которые продолжали разговаривать. Так что я включил камеру и начал записывать видео. Их не было видно отсюда, но их слова и разговор оказался очень важным. Я пока не могу рассказать, о чем он был, но обязательно сделаю это чуть позже. По мере того, как они продолжали болтать, меня все еще больше охватывал ужас. Мне предстояло слезть с этой крыши. Здание было высотой примерно с 2 этажа и окружал его асфальт. Но с другой стороны я увидел открытый мусорный бак. Вот только проблема заключалась в том, что он стоял вплотную к стене склада. И оставалось лишь надеяться, что после прыжка я смогу приземлиться в него. Спрятав телефон в карман, я собрался с духом и прыгнул. Меня окатил страх, а затем неописуемая эйфория, пока я летел в воздухе. Единственная мысль, возникшая в тот момент – я умру. Но при этом ощущения от свободного падения дарили трепет. С глухим стуком я свалился в мусорный контейнер. Звук вышел громким, но гораздо тише, чем оказались бы мои крики, если бы я приземлился на бетон. Но все оказалось не так удачно, потому что ногу прострелила острая боль. На глазах тут же выступили слезы, и мне пришлось прикусить кулак, чтобы подавить выкрик. Надеюсь, я ее лишь подвернул, а не сломал. Выползая из контейнера, я почувствовал, что от меня теперь пахло, как от Джейкоба. Может, этот запах – профессиональная необходимость? Но как бы там ни было, я поковылял к своей машине. Сев в машину, я отправился домой. Несмотря на боль в ноге, я решил сначала принять душ. Да и появление в отделении скорой помощи, пахнущим как бездомный, вряд ли принесет что-то хорошее. К тому же, нога не выглядела сломанной, но чертовски распухла, а на правой руке и боку, которым я приземлился в контейнер, проступили синяки. Так что следовало придумать какое-то правдоподобное объяснение этому. Я подключил телефон к ноутбуку и скачал фотографии и видео, а затем на всякий случай сохранил их в нескольких разных местах. Убрав телефон обратно в карман, я отправился к своей машине и поехал в отделение скорой помощи. Мне пришлось дожидаться своей очереди 2 часа. Все это время нервы находились на пределе, порождая различные безумные мысли. Когда врач наконец осмотрела меня, то перевязала ногу и выдала лекарство. Оказалось, что у меня сильное растяжение связок, и мне предстояло поберечь ногу, чтобы избежать возможных повреждений сухожилий. Но, учитывая падение, все могло оказаться гораздо хуже. Вернувшись домой, я отправил все материалы Мэтту и, затаив дыхание, принялся ждать ответа. «Ты сделал это, твою мать. Не ожидал, что тебе удастся найти подростков, не говоря уже о целой ферме травы. Отличная работа, Райан. Я отправляю тебе деньги с нескольких разных счетов, чтобы это не привлекло внимания. Напиши мне все подробности при первой возможности». Именно так я и сделал, а через какое-то время мой счет пополнился в общей сложности на 5000 фунтов. Это не укладывалось в голове. Если информация стоила так дорого, то во что, черт возьми, я ввязался? Я решил, что выполнил свою часть работы, за которую получил немалые деньги, и пора немного отдохнуть. К тому же мне стоило поберечь ногу. Так что, учитывая все обстоятельства, залечь на дно показалось мне лучшим вариантом. Но при этом история не выходила из головы, а каждая ночь проходила без сна. На этом позвольте закончить. Думаю, вы догадываетесь, что люди, у которых я собирался получить разрешение, моя семья. Как бы сильно мне не хотелось закончить эту историю, мне также хочется подробно описать все произошедшее, чтобы меня не заподозрили в том, что я был там, где меня не было. К тому же мне следует хорошо подумать над оставшейся частью рассказа, чтобы случайно не упомянуть людей, которые не имеют к этому отношения. Верите или нет, эта история привлекла внимание властей, а я не считаю себя храбрецом, так что меня все еще мучают бессонные ночи. Но, возможно, мне станет легче, когда я расскажу всю историю до конца.